It was like a stress for me just to change something. I was very scared about leaving my country, my family, my friends. На первом месте стоял страх, потому что это фактически бросок в частичную неизвестность. Тебе треба починати заново, строить некое соціальне коло. Грузия была абсолютно точно самым привлекательным, простым вариантом по тому, как сюда добираться, исключая визу. Плюс налогообложение. Выгодно, в принципе, здесь работать. Как минимум на 12% я больше зарабатываю сейчас. Half of the country at least speaks Russian. We can speak English with the younger generation. Сонейка. Тут вельми сонячно. Когда я приехал сюда в декабре, это было 15-16 градусов. Ради свободы, наверное. Ты знаешь, что ты в безопасности. Европейская свобода. Здесь это прям очень чувствуется. Компания помогает, когда ты изъявляешь желание находиться в той или иной стране. Помогают с перелетом, с оформлением документов, со всем. Подаешь таску, пишешь своему руководителю. Прошло 2 недели, я уже был в самолете. Получаешь риэлтора и корпоративное жилье для того, чтобы приехать в страну назначения. Вместе с моей женой нас перевезла сюда компания. На тот момент я еще не был сотрудником компании, а моя жена уже работала. И так как для ближайших родственников планировался также релокейт, то нас перевезли вместе. В чем была прелесть релокации? Это возможность разнакомиться с некоторыми коллегами. У нас ребята очень большое комьюнити уже организовали. I became closer with my agents, and also I can say that they are my friends. Ти быццам би як у маленькой сям'і. Все вопросы сами собой решаются, потому что здесь есть хорошее комьюнити очень дружелюбных людей. Вначале было немножко странно. Тут все другое. People here are more relaxed and service is more relaxed. Будь готов, подожди час-полтора заказа, это тут абсолютная норма. Ну, а может быть и нет. То есть это всегда такой рандом. Есть свои подводные камни, конечно же, подорожание недвижимости. Driving style. Забыть половину правил, потому что их здесь нет. Первые 3,5 месяца были, наверное, самые тяжелые. Непонимание, что происходит. И либо вы, не остаетесь здесь, либо вы постигаете свой личный дзен. Пристраиваешься, и жизнь, она просто становится очень-очень плавной. И всегда можно найти то, что нравится именно тебе. Architecture is great. Коли ти ходиш по гэтым старым вулочкам і насупраць тебе горы, наприклад. Очень большое разнообразие ресторанчиков, баров. Cheap wine. Veggies are very cheap here. И чача. Чача это... Я знаю, что алкоголь это вредно, но чачу надо попробовать. Легко выехать отсюда и попутешествовать. По сути, все, что нужно для человеческого глаза, здесь точно есть. Тбилиси в первую очередь, мне кажется, это люди, это сами грузины. They have shown me kindness. Грузия дала мне то, что я очень долго искал и хотел. Это открытость, это коммуникация. Ты начинаешь как-то, видимо, проще относиться к жизни, смотришь на грузинов, как они себя ведут. They don't rush, and they are relaxed every time. И ты сам неловко это даже замечаешь для себя, что ты становишься похожим. И начинаешь просто наслаждаться этим.